Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал! Я лично не представляю новогодний праздничный стол без салата селедка под шубой. Я уже готовила его в разных вариациях. Сегодня хочу поделиться простым классическим рецептом, но со своей изюминкой. Я буду делать этот салат многослойным. Слои получаются тоньше, они лучше пропитываются, и от этого вкус салата, на мой взгляд, даже меняется, потому что он получается более такой сочный, хотя ингредиенты используются все те же. И, кстати, для меня классика – это только селедка и овощи. Я не добавляю ни яйца, ни яблоки. Но, конечно, вы пишите в комментариях, как любите делать шубу вы для своего праздничного стола. Для рецепта мне понадобится замариную лук. У меня вот такая красная луковица. Конечно, можно использовать и обычный белый салатный лук. Порежу лук небольшими кусочками. Конечно, у любой хозяйки при приготовлении шубы есть свои небольшие секреты и нюансы. Я, например, очень люблю добавлять именно маринованный лук. Он придает свою пикантность этому салату. Перекладываю лук в миску. Добавляю сахар и лимонный сок. Хорошо перемешиваю и оставляю лук постоять. Я использую довольно много лука, вообще у меня все ингредиенты как бы в двойном количестве, так как я буду делать шубу многослойной. Сейчас я порежу селедку. Предварительно я ее уже почистила, удалила все косточки. Рекомендую использовать именно вот такую целую селедку. Доску я обернула сначала пищевой пленкой, сверху выложила еще пергаментную бумагу. Это все для того, чтобы потом доска не имела запах селедки. Режу вот такими небольшими кусочками. Если еще где-то попадаются косточки, конечно, их удаляем. Для рецепта я использую 2 рыбы, так как у меня шуба будет двухслойная. Порезанную селедку перекладываю на тарелку. К селедке добавляю маринованный лук, без вот этого сока, который здесь образовался. Перемешиваю. И теперь все вот таким образом немного разравниваю и разделю примерно на 2 равные части. На крупной терке натираю отварной картофель. Я все ингредиенты сейчас сразу подготовлю, натру их на терке. Обычно, когда я делаю шубу однослойно, я все натираю сразу в кольцо, но так удобнее все разделить. Картофель также делю примерно на 2 части. Морковь натираю на терке для моркови. Когда отвариваете морковь и картофель, не забудьте посолить воду. А когда я отвариваю свеклу, я еще добавляю не только соль, но и ложечку сахара и немного уксуса. Тогда свекла получается более вкусная. У меня морковь вот такого небольшого размера, поэтому я использую примерно 5-6 штучек. Если у вас морковь крупная, то понадобится где-то 3-4 штуки. Морковь разделила также примерно на 2 части. И теперь осталось натереть свеклу. Я это делаю также на мелкой терке для моркови. Мне так больше нравится. Свеклу я делю не пополам, а одну часть оставляю чуть больше для самого верхнего слоя. Салат я буду собирать при помощи разъемного кольца. Я установила диаметр 22 сантиметра. Кольцо сразу выкладываю на тарелку. И первым слоем я выкладываю картофель. Отправляю половину картофеля в форму, разравниваю и промазываю майонезом. Я его переложила в обычный пакет. Разравниваю майонез ложкой и немного сам картофель прижимаю, но не слишком сильно. Для рецепта я использую домашний майонез. Как его сделать дома, вы можете посмотреть у меня на канале. Я оставлю ссылку под видео в описании. На слой картофеля выкладываю половину сельди с луком. И также распределяю ровным слоем. Слой селедки также слегка промазываю майонезом. Вообще для шубы я всегда использую довольно много майонеза, потому что этот салат должен быть сочный, хорошо пропитанный. Выкладываю морковь. Очень часто в салат шуба многие добавляют яйца, добавляют яблоко. Но для меня, например, классический рецепт шубы – это только селедка и овощи. Когда вы делаете вот такой многослойный салат,
Старайтесь по краю плотненько все выложить, чтобы потом, когда снимете кольцо, четко будут видны все слои. Снова промазываю майонезом. Дополнительно ни морковь, ни картофель я не солю, так как я отваривала их уже в подсоленной воде. Теперь свекла. Я выкладываю тот слой, который у меня меньше. И видите, здесь вот сейчас образовалось уже так довольно много сока. Стараемся этот сок не добавлять. Снова слой майонеза. И теперь все слои я повторяю. И теперь осталось выложить последний большой слой свеклы. Но свеклу я также сейчас разделю на две части. Одну часть выкладываю и слегка промажу ее майонезом. Делаю это для того, чтобы этот слой получился более такой сочный, пропитанный. А вторую верхнюю часть уже не буду промазывать майонезом. Сформованный салат закрываю сверху пленкой и отправляю в холодильник для того, чтобы он пропитался. Для этого ему достаточно буквально пару часов. А украшать салат я рекомендую перед подачей к столу. Снимаю пленку и снимаю кольцо. Делать надо это аккуратно. Вот такая красота получилась. Очень хорошо, четко видны все слои. И теперь по желанию шубу украшаем сверху. Все делайте по своему вкусу. Я буду украшать сверху немного майонезом. Также для украшения я буду использовать яичный желток, натирая его на мелкой терке. Также выкладываю веточки укропа. Вот такой красивый салат получился. Как видите, салат прекрасно держит форму, и его можно даже разрезать, как обычный тортик. Очень красиво и вкусно. Я лично просто обожаю шубу и всегда ее готовлю к новогоднему столу. Друзья, если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите ваши комментарии, делитесь им с вашими друзьями в социальных сетях и, конечно, подписывайтесь